Друзья, все вы знаете, когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе почему-то случился невероятный подъем культуры, искусства, в том числе изобразительного искусства. И в это время творил, в числе прочих, теперь уже очень известный чешский живописец Альфонс Муха. Он в основном рисовал театральные афиши, был театральным художником. Считается, что его главной музой была Сара Бернар великая, самая известная актриса из всех времен. Так вот, по мотивам картин того самого Альфонса Мухи сделали карты. Они так и называются – Таро Муха. Карты очень женские. Мы будем на этих картах вам делать предсказания, пророчества о судьбе на июль 2022 года. Карты женские. Вообще Муху вдохновляли именно женские образы. Героиня почти каждой его картины – это женщина. Молодая, красивая, здоровая, нарядная и очень довольная жизнью. И иллюстрации на этих картах тоже воспевают женскую красоту, спокойствие, женскую мудрость, может быть, плодовитость, фертильность, достаток, щедрость, в общем, то, что должно быть всегда у женщины с большой буквы. Вот они, я вам представляю. Для меня это новые карты, хотя я уверена, что вы их где-то могли видеть. Это популярная колода. Почему женская? Здесь больше, чем обычно женских образов. Так, например, вместо дурака здесь дура, ну или дурочка. Вместо мага магиня или фея, как нам привычнее, вместо дьявола дьяволица, ну и так далее. В общем, вы поняли. Кстати, заметьте, как из-за этого меняется значение, смысл слова, правда? Дьявол и дьяволица – это все-таки для нас достаточно разные вещи. В целом же про июль я вам всем про любой июль расскажу. Почему, не спрашивайте, не хочу вас перегружать обилием терминов астрологических, но с астрологической точки зрения любой июль. 4 позиции есть. Первое – это время интуиции, это время, когда нужно слушать интуицию и менее доверять логике. Второе – июль. Везучий месяц, представьте, везучий. Это время, когда стоит рассчитывать на удачу, то есть пускаться в какие-то рискованные мероприятия, предприятия, потому что удача есть. Третье. В июле не стоит заниматься делами, которые вам не нравятся, которые вам не по душе. Мы все имеем несколько такую размытую и непостоянную волю, нет постоянно включенного волевого момента в июле. Поэтому делайте то, к чему у вас лежит душа. Заставить себя через «не могу» или через «не хочу» все равно не получится. Все подобные начинания, которые требуют концентрации волевой, лучше перенесите на другое время, там, не знаю, ну хотя бы на август, хотя про август отдельный будет разговор. И четвертое. Июль – это ни в коем случае не время войны. Затевать какие-то сложные выяснения отношений, судебные процессы, раздел имущества в июле не нужно, категорически не показано, потому что, скорее всего, войны эти будут бессмысленны. В июле звезды так стоят на небе, мы не умеем рационально, разумно и экологично конфликтовать так, чтобы действительно что-то свое унести, что-то полезное для себя из этой войны вынести. Пусть июль будет мирным для вас. Я вам вот так вот дистанционно, заочно и заранее, мы не видели для вас карты, но желаю счастливого, везучего, теплого июля. Предсказание карт для Девы на июль 2022 года. Задавайте картам ваши вопросы для того, чтобы общее гадание стало индивидуальным, частным, приватным. Сначала работа. Первая карта про работу для Девы.
Четверка Пентаклей, карта это просто денежная. Во-первых, она говорит буквально от работы или от бизнеса вы получаете деньги. Достаточные суммы, приличные, чтобы отложить, сохранить или что-то купить. Это премии, это хорошие прибыли. Однако четверка Пентаклей это карта сохраняющая. А сохранять можно, ведь, знаете ли, не только деньги. Можно сохранить знания, навыки. Каким образом они сохраняются? Это получаете вы сертификат какой-то, который признает вашу профпригодность. Это вы получаете какой-то диплом, какую-то грамоту, что еще там такое бывает. Может быть, приказом по предприятию вам присваивается какая-то новая квалификация. То есть это ценность. Четверка говорит, что какая-то профессиональная или творческая или бизнес-ценность оказывается в руках, у вас в руках та самая несгораемая сумма, что-то, что вы заработали и с чем теперь не расстанетесь. Вот это ваше, да. С этой картой вы получаете, новое звание, например, если такая работа. С этой картой вы получаете новое удостоверение, новый пропуск, в конце концов, на какой-то секретный объект, новый допуск, которого у вас прежде не было. То есть вы вот такая, как бы, условно говоря, ксива в руках у вас появляется, понимаете, да? И это и для творческих людей, в принципе, такое возможно. Вас, например, зачисляют в члены Союза художников, неважно какого, но все-таки зачисляют, или Союза писателей. Вот. Ваша профессия, ваши навыки вот как-то закрепляются, приобретают официальный статус. Дальше. Про работу для девы. Повешенный. Ну что ж, вместе со статусом, вместе с лучшим и с лучшими возможностями приходит и какая-то дополнительная ответственность. Повешенный. У нас вечно герой, связанный по рукам и ногам. Это ваши обещания, это новые какие-то обязательства, много-много несвободы, связанные с работой. Карта на самом деле имеет хороший позитивный смысл, потому что вот если вы здесь присмотритесь, да, наш герой висит вниз головой, это символизирует его жертву, эта позиция. А в то же время, посмотрите, если мы приглядимся, у него при этом нимб есть, то есть он святой в каком-то смысле получается, то есть он прав, он любим людьми, он привлекателен для людей, он полезен для людей. То есть эта карта описывает жертвы во имя или подвиги, хотя скорее жертвы во имя работы. Это некое служение, отдача себя, полная самоотдача, отдача себя вот этому любимому или не очень делу. А в буквальном смысле, в бытовом, карта говорит: готовьтесь, в отпуск не отпустят, и выходных будет меньше, и рабочий день тоже продлится до 10 вечера. Вот так, за все надо платить, понимаете? Вы что-то получаете и, соответственно, чем-то расплачиваетесь. Если поднимают вам зарплату, да, значит, уже предполагают, что вы в 6 вечера домой-то не уйдете. Шестерка кубков, милая, спокойная карта. Описывает эмоциональный комфорт. Вы на своем месте, все на своих местах, с кем-то помиритесь, кого-то простите, с кем-то только теперь познакомитесь и будете на работу ходить как к себе домой, с ощущением, что вы буквально и тапки, и пижамку с себя не снимали. Шестерка кубков позволяет расслабиться, потому что позволяет всем доверять, себе в первую очередь. Знаете, это очень характерная ситуация для новой работы. Вот только что вы не справлялись, волновались, пытались всем понравиться, нервничали, боялись, у вас что-то не получалось. А тут вот вы получаете уже признание, все допуски, вам говорят: да, вы все освоили, все теперь умеете. И тут вы выдыхаете, расслабляетесь, расстегиваете вот эту вот пуговку на пиджаке, и все. С комфортом, празднично, спокойно ходите на работу.
Карты очень даже хорошие, может быть, они не обещают чего-то вот конкретного, чего вы ждете. Например, карьерный рост, назначение на новую должность, не думаю, вряд ли. Смена работы, не думаю, вряд ли. Вообще, где появляется карта повешенной, там перемен нет и быть не может. А куда же вы? Куда же вы ринетесь-то сейчас, если вы связаны так обязательствами? Вы же поклялись, честное слово-то держать-то свое же надо. Вот. Поэтому нет смены работы. Но нет и ничего угрожающего. Конфликтов, сокращений. Это отличное время, чтобы поработать. Отличное. Дальше деньги. Денежная, финансовая жизнь Девы. Башня. Карта башня, пугающее название, пугающее значение, описывает внезапные и противоестественные перемены. Под противоестественными переменами мы с вами всегда понимаем расходы или конец доходов. Почему-то, когда к нам большие деньги случайно и незаслуженно приходят, мы это не считаем противоестественным, правда, да? А только когда теряем. Башня предупреждает о крупных ненужных тратах, расходах. Она говорит, что большие планы, связанные с деньгами, например, что-то купить, продать, не состоятся, разрушатся, не просто отложатся, а отменятся по разным причинам, но совсем. И башня не рекомендует вам быть осторожными. Здесь осторожность вам никак не поможет. Она рекомендует только вот этому своему денежному кризису, этим переменам не противиться, а соглашаться. То есть все, что судьба у вас сейчас хочет прибрать, скажите спасибо, что взяли деньгами. И все. Не нужно усложнять. При этом оптимистичная тройка жезлов описывает какие-то новые денежные горизонты для вас. Вот буквально новые денежные горизонты. На тройке жезлов нарядно одетый человек, страшно довольный собой, стоит на какой-то возвышенности, горе и жадно вглядывается, всматривается в горизонт, потому что там видит для себя какой-то новый, богатый берег. Тройка жезлов советует вам не останавливаться в ваших денежных начинаниях, дерзать, быть смелым, и говорит, что у вас... Вот видите, что получается? Одна денежная дверь закрывается, а другая открывается. Например, на практике. Башня. Только что вы собрались, скажем, продать дом и были к этому готовы. А тут вдруг разрушается что? Покупатель отказывается, а он единственный был. Плохо? Конечно, плохо, потому что в голове-то вы эти деньги уже потратили. Но и в то же время хорошо, потому что, видите, этот куда-то исчезает, а вы зато, как вам интересно, теперь ждать другого покупателя, снова воодушевиться этими возможностями. То есть здесь какой-то дуализм нашей жизни просматривается, вообще дуализм Вселенной. Что-то кончается, заканчивается, и что-то с такой же интенсивностью начинается. В целом же тройка жезлов советует вам вот так вот оптимистично, радостно смотреть в собственное денежное будущее. Что-то ушло, потерялось. Понимаете, башня, это потерять можно деньги, да? Вот. Бог с ним. Воодушевитесь, посмотрите, что впереди-то вас намного больше всего ждет. И еще про деньги. Ой, карта суд, неожиданность. Но вот видите, все-таки здесь два старших аркана, поэтому о деньгах придется переживать, хлопотать, бегать, разговаривать. Не обойдется без этого. Карта суд – это долгожданная и вместе с тем неожиданная новость, сообщение о ваших деньгах. Новости могут быть очень разные и по накалу, и по значению плюс-минус. То есть это может быть и радостная новость о деньгах, долгожданная, да, что вот опять же наконец-то нашелся покупатель там на что-то для вас, можно получить деньги, можно как-то двигаться и так далее. Вот, это
Для бизнесменов могут быть крупные новости какие-то, например, когда находится инвестор для вашего бизнеса или какой-то заказчик, с которым можно будет долго и эффективно работать. Карта тревожная, тем более в сочетании с башней. Это, конечно, парочка так себе. Когда башня с судом сходятся, они говорят, что ваши нынешние планы на деньги не состоятся, ну, просто совсем не состоятся. Услышите новости, после которых ваш мир денежный не останется прежним. Однако это для вас что-то и открывает. Ну, какие-то прикладные советы с такими картами, какие можно дать? Фатум, рок, понимаете? А рок, как известно, покорных ведет, а непокорных тащит. Вот это нужно всегда помнить. Если где-то вам отказывают в деньгах ангелы, значит, с ними можно только согласиться, не спорьте. Дальше любовь. Карта Солнца, вам достается знак какого-то абсолютного, понятного, жаркого счастья. Посмотрите, вот я же не напрасно вам сегодня даю именно карты эти рассмотреть. Какое солнышко хорошенькое, симпатичное. Вот кого-то, конкретного человека мне этот портрет напоминает. Я не могу вспомнить кого. Вот напишите, кого вам напоминает. То ли Лужков, то ли вот, ну вот кто-то вот такой близкий, родной близкий. А Солнце – это счастье, это исполнение желаний, это наступление ясности, понятности в вашей личной жизни. Что вам сейчас непонятно в вашей личной жизни? Например, непонятно, как вы оказались замужем за этим человеком, или непонятно, почему замуж никто не зовет, почему одиночество у вас затягивается, или почему вы поссорились с каким-то героем. А здесь вот наступает ясность. Не всегда это, кстати, хорошо. Вы знаете, да? То есть Солнце считается исключительно хорошей картой, но в раскладах вот таких вот частных, личных, конкретных может проиграться не очень хорошо. Потому что это ясность, которая иногда не нужна. Вот не нужна. Не хотели вы это знать. В конце концов, может быть, вы своего мужа 100 лет пытали. Есть ли у тебя любовница или нет? Есть у тебя любовница или нет? И жили вы в этих иллюзиях, и сомневались, и думали. А тут Солнце пришло, все выяснилось, муж признался, или соседи рассказали. То есть, ага, ну все ясно, все понятно, любовница есть. То есть я это к тому, что Солнце все освещает, все прожигает, делает очевидным. Иногда плохой смысл карты в чем? В том, что ваши тайны точно так же, которые вы под покровом ночи долго прятали, лунный свет, знаете, все очень хорошо припрятывает и ретуширует. А тут про вас-то все выяснилось, что вы тоже не совсем говорите, что думаете, а думаете не что чувствуете. Ну, в общем, там сложные такие разные схемы бывают у дев. Вы сами знаете. Поэтому помните, что счастье настигнет вас в любви, но и ничего не удастся скрыть. 2. Паш мечей, фигурная карта придворный, может быть портрет героя. Парень месяца, парень июля для девы. Молодой человек. Молодой относительно вас всегда, считайте, соответственно. Отсчитывайте от своего возраста сколько, то... Ну, здесь какая-то ощутимая разница может быть. Хотя иногда это может быть герой просто молодой душой или не созревший. Паш мечей описывает, в числе прочих, какого-то истеричного, эгоистичного, капризного, по подростковому, да, капризного партнера. Или, может, он не сам такой, но он стал таким рядом с вами, и в отношении вас себя так ведет. Но это хорошая карта, все равно это портрет. А главное, что все пажи так или иначе обещают новые знакомства. Представляете? Новое знакомство вас ждет. И, конечно, счастливое. Давайте будем исходить из этого. Вот он, появляется новый человек, новое знакомство. И вас накрывает волной счастья. Кстати, тоже очень практично, до смешного
буквально проигрывается карта Солнца. Это жара, это знакомство, любовь, романы в жарком месте. Солнце – это карта любовных, курортных романов. Вот так вот, курортных, где-то под жарким солнцем, южным. Это все происходит. Курортный роман с молодым человеком. Если ваш вопрос касается отношений, которые уже есть и длятся, то, внимание, между вами могут быть противоречия, неясности на словах. И дальше уже ваша задача эти противоречия разрешить. Иногда паж мечей описывает трудности перевода. Когда вы с вашим партнером не можете друг друга понять, ну просто из-за того, что не очень хорошо понимаете какой-то язык. И это прозрение, это скорые мысли. Кстати, это, знаете, масть воздуха, а по воздуху летает вот это вот все. Сообщения в мессенджерах, они же по воздуху к нам прилетают, да, в телефон, телеграммы, телефонные звонки, вот это все. То есть паж мечей отвечает за связь, за коммуникации. То есть у вас будет много, ну, таких коммуникативных историй. Это может быть активная переписка на сайте знакомств в интернете, активная переписка с сообщениями в каком-то, ну, в телефоне, например. Следите за словами. Очень многое будут значить слова. Паж мечей – это карта языка и разных вербальных конфигураций. То есть разговоры карта описывает. Возможность что-то узнать, не интуитивно догадаться, не сплетни услышать, а посредством слов. То есть эти слова могут быть резкие. Для части аудитории, да, эти карты не так хороши. То есть для вас наступает в жизни ясность, в смысле в любви, потому что ваш герой очень резко, пронзительно резко и очень честно с вами разговаривает. Таких героев, поверьте мне, мало-мало, которые честно все говорят. Но когда они встречаются, то лучше бы не говорили. Вы понимаете, что это не вариант, это не решение, не есть решение проблемы. И про любовь вам еще расскажет шестерка жезлов, карта победителей в конкурентной борьбе. Если такая вдруг образуется, ну, наверное, есть. Если вы побеждаете, значит же кто-то вам противостоял, то есть кто-то тоже претендовал на благо, которое вас интересует. То есть вы скорее будете гордиться всем, что с вами произошло в личной жизни. Гордиться человеком новым, знакомым, например, или старым, хвастаться. По шестерке жезлов, знаете, что происходит? Девушки хвастаются друг перед другом женихами. Говорят, а мой там банкир, а мой мастер спорта по керлингу. Не знаю, есть такие или нет. Вот. И так далее, понимаете? Это любовь, это любовные переживания, которые удовлетворяют вашу самолюбие, ваше такое. Может быть, не самая уместная карта, однако тоже она про правду, про честность, про какую-то ясность. Разговор какой-то, как минимум один, очень яркий, такой четкий, все рассекающий, очень правдивый разговор в любви вас ждет. Как с новым человеком, да, так и с тем, с кем вы уже знакомы. И теперь дом, семья, быт, родственники. Это семья, я называю этот раздел гадания. Король мечей предупреждает. Вы встретитесь с человеком, столкнетесь с человеком, которого надо будет послушаться. Человек, который в семейных, в домашних делах что-то решает за вас, как-то распоряжается вашей судьбой, вашей жизнью, судьбой вашей семьи или судьбой вашего имущества. И здесь, конечно, диапазон очень широкий. От судебного пристава в самых
крайних случаях, до, ну, например, мужа, который вдруг вспомнил, что он глава семьи и на чем-то настаивает, например, чтобы там какое-то решение крупное, семейное приняли по его, да, по его какому-то плану. Король мечей, с одной стороны, хороший человек для вас, потому что он старше относительно вас, влиятельнее относительно вас. И к нему можно обратиться за помощью, да не просто за помощью, а на него можно полностью все свои бытовые, жилищные, семейные проблемы вот переложить. Пусть разбирается, но имейте в виду, он разберется по-своему. Он решит так, как сам считает нужным. Семерка кубков. Множественный выбор или ложный выбор. Карта не крупная, однако я прошу всех на нее обращать внимание, потому что очень-очень много жизненных ситуаций, таких зависших у нас, связанных, неправильных каких-то или болезненных потом, связаны именно вот с этой иллюзией, с этим ложным выбором. На семерке кубков некто, человек, стоит к нам спиной и как будто бы выбирает, как будто бы ему Вселенная протягивает все, о чем он только может мечтать. Вот видите, здесь там и слава, и деньги, драгоценности, здоровье и так далее. И он прямо аж не знает, что ему выбрать. Ему кажется, что судьба как-то слишком добра. На самом деле нет. Что бы вы ни выбрали в этой ситуации, все равно обязательно промахнетесь. На самом деле ничего судьба не предлагает, все это иллюзии и самообманы. И это, кстати, вот эти иллюзии могут идти вот от этого человека. То есть появляется некто, однозначно влиятельный, такой более влиятельный относительно вас, человек авторитетный, и много всего предлагает вам. Переехать или куда-то вернуться, съехаться, разъехаться, что-то купить или продать, отправить ребенка учиться или наоборот не отправлять. И вот у вас будет очень много сомнений в этой связи, очень много сомнений вроде бы радостных, но в итоге вы ничего не сможете выбрать, потому что, видите, тут эти кубки — это только лишь голограмма, это только лишь какая-то проекция, какой-то диафильм. На следующем кадре наш герой вот руку протянет за одним кубком, и он исчезнет. Он потянется за другим, и этот исчезнет тоже. Их нет на самом деле. В этом смысл карты. Ложный выбор. Будьте очень внимательны и осторожны, потому что это опасная карта. Так много можно такого вот прям ненужного и глупого сделать, когда вам кажется, что вы выбираете. На самом деле нет. Вы не выбираете, другой человек выбирает. Все за вас в ваших семейных делах. Ну, это дела, связанные с недвижимостью, может быть, тоже. И карта колесница вам здесь выпадает. Ну, в общем-то, в целом счастливо. Однако в данной позиции, в данном контексте, она в основном описывает перемены и дорогу. Это тот случай, когда вы, в принципе, очень близки к теме переезда, смены дома. Состоится она или нет, в таком окружении сложно сказать. Вполне возможно, что вы из многих вариантов как раз будете выбирать, например, ехать вам или не ехать, или куда ехать, понимаете? В итоге вы из этого ничего не выберете, и дорога в целом-то не состоится, но все равно тема дороги, переезда, каких-то существенных перемен в семье становится очень близкой. Карты непростые. Вот, по крайней мере, на тему семьи, дома, родственников карты очень непростые вам выпадают. Так много предупреждений, так много сомнений. Дело в том, что вы здесь хотите выбирать, а по колеснице судьба выбирает за вас, и ваши планы абсолютно подчиняются какому-то року, какому-то фатуму,
с другой стороны, есть здесь человек, которого вы никогда ни за что не переспорите. Ну, я рассказала вам, что увидела, вы там дальше разбирайтесь сами. Спасибо.